Всем привет, ребят. Мы сегодня начинаем, точнее не начинаем, мы сегодня будем рассматривать игру, которая находится в раннем доступе. Она у нас называется Duna Space Wars. Значит, что? Давай, наверное, общую громкость мы добавим. Вот так. Назад. Значит, она у нас находится в раннем доступе, но по идее скоро уже должна она выйти в релиз, так что игра почти закончена. Единственное, что самое интересное, выключена многопользовательская игра. То есть потом можно будет играть в кооперативе, это будет, наверное, поинтереснее все-таки, чем играть в нее в соло. Допустим, ты будешь за Трейдосов, кто-то будет за Харконнена, будет интересно, я думаю. Вот. Давай, новая игра. Значит, 4 дома, 4 племени. Ну, давай за Трейдосов. Это, по-моему, самый такой сбалансированный, по-моему, судя по бонусам фракции, клан. Давай за них. Так, здесь мы выбираем дух советников. Ну, я почитал вот их характеристики. Ну, давай, наверное, вот так просто, на скидку. В принципе, и все. Как-то так. Будем разбираться. Я просто вот начал буквально вчера, посмотрел там, как она работает, все нормально. Особо много не разбирался, но тем не менее. Эх, сколько часов было наиграно на Сеге The Battle for Arrakis. Это было что-то. Так. Вот у нас, значит, основной, да, стройдвор. Так, начало работы. Наша главная задача — наладить добычу пряности. Следует найти поселение в регионе, где есть поле пряности. В поисках пряности предварительное условие — разведано поселение в регионе, где есть поле пряности. Хорошо. Давай мы берем вот этого товарища. Отправляем его на разведку. Так. Что-то нашел. Давай, пусть исследует. Военное дело Харвестера. Угу. Нужно очистительный завод построить, чтобы Харвестера запустить. Харвестеры у нас будут копать. Военное дело. Одного пехотинца, допустим, и одного рейнджера. Отряд. Так, он с этим делать ничего не будет, да? Ладно. Почему-то его все в сторону клинит. Может авторазведку включить? Если режим включен, этот ординатоптер будет автоматически перемещаться по регионам. Пускай на месте стоит. Так, что-то как-то у нас больно шустро мышка двигается. Так, этот отряд. Ну, пускай сюда, наверное. Нет, сюда пускай идет. Ага. У нас тут товарищ самостоятельно, да, все исследует. Так, а вот этих вот мы товарищей отправим. Пусть посмотрят, типа, что там находится, да? Давай, наверное, еще одних пехотинцев и одних рейнджеров. Пойдете. Ну и чего? Вы ничего не нашли такого тут интересного? Ладно. Пускай сюда идут. Awaiting command. Let's go.
Так, ну они, по крайней мере, что-то осматривают хотя бы. И что? Ладно, ну посмотрели они. Так, вот открылся какое-то поселение. Ладно. А построить я что-нибудь могу? Yes, sir. Видимо, нет. You're on the move. Ладно, пускай сюда идут. Duke. А что у них здоровья нету? Они типа без воды подохли, что ли? Вся толпа скопытилась, ну зашибись. Пока по каким-то параметрам у меня тут авторитеты, всякие солярии, это, видимо, тоже финансы, запасы. Пока вроде это как бы на плюс она идет. Так, вот это вот поселение, что это такое? Ополченцы. Мирно захватить поселение. Ну давай. А, и время пошло, короче, они постепенно будут захватываться, да? А где коптер вообще? Куда наш дружище ушел? All clear. А, вот он, разведчик. Ну, пускай куда-нибудь сюда летит, я не знаю. Так, давай еще туда солдат. У нас вот эти, да, пехотинцев не хватает. Ну так, чтобы поровну было, плюс-минус. Так, давай сюда. Roger that. Можно попробовать, если это база, то можно попробовать ее отвоевать именно. Та пускай типа захватывается. Ничего себе синее стало. А, это вечер. Ночь. Прикольно. Так, вот еще одно, да, поселение. Awaiting orders. Выделяем. И вот так. Fire. Так. На меня, короче, они тоже бросились, да? Ну давай. We are ready. Вот это что такое? Изучено важное место. Получить награду. Починить, изучить с помощью боевых единиц. А, я его поднял, у меня теперь их два, да? Так. Вот этого поставим на авторазведку. А другие мы будем конкретно управлять. Так. Что-то все повыскакивало. Дефицит ресурсов. У вас не осталось кадры. Вам нужно создавать соответствующие постройки в ваших поселениях. Как это сделать? Понятно, что ничего не понятно. Дефицит кадров. Восстановление здоровья. Создайте отделение вербовки или уберите несколько единиц, чтобы получить больше кадров. Ага. Так. Здесь у нас что? Местного по минус 50 местного производства. Поселение находится в оккупации. Если я мирно его захвачу, то оно будет потреблять... Ну, мне не хватает ресурсов в любом случае. Да. Так, а где у нас коптер-то еще один? Вот он. Так. А давай-ка ты, вот он, поле пряности. On vector. Как у нас в классической версии-то было? Ты постоянно, типа, копаешь спайс, Roger that.
Спайс копаешь и... On vector. Roger that. И чё? Спайс копаешь, короче говоря, и у тебя бабки сыпятся, но а как это сделать? All clear. Ну, пряности что? Нашел я ее. Так, а тот вовсю уже, короче, куда-то улетел, да? Да, вон он там рассекает. Так, давай тогда мы вот этого Ready. отправим вот сюда. Okay. Пусть исследует. Как харвестер это строить? Сейчас ресурсы лопнутся и все, и будем курить бамбук, походу. У солдат, кстати, хватит, чтобы еще вот это поселение завоевать. Но тогда... Ресурсов не хватит. Так, и что это такое? Редкие компоненты. В этой области содержатся редкие компоненты, позволяют создать перерабатывающий завод. Ну-ка, солдаты, если сюда подойдут. Ну-ка, солдаты. Эй, On it. пускай двигаются сюда. Так, разведано, вот, подтвердить. Путь к власти. Захватить регион, в котором можно добывать пряность. У вас есть 4, ну, короче, единицы есть и хватает. Достаточно было 2 создать. Вы контролируете одно поселение в регионе, где есть поле пряности. Что-то это вообще никак. Ладно, давай мы солдат отправим вот сюда. Странное дело, поле пряности есть, а Yes, sir. On the move. есть какая-то штука еще. Слушай, а это случайно не харвестер будет? Что-то очень похоже на него. Сейчас он его изучит, посмотрит, что там такое. Может, что-то интересненькое это и найдет. Да, как долго он это делает. Та-да-да-да. Так, это хоть наше, да? Что это такое? Изучено важное место. Что-то собрал, бабки какие-то. Так, ну-ка. Запрос на сделку. How is Arrakis treating you? Чего? Короче, я за какое-то определенное время должен отправки какие-то. Что-то все вылетает. А, им я вот этот ресурс, да, и они мне вот этот. Ну окей. Исследование разработки. Что-то изучать начал. Да, делов тут, конечно, понаворотили. На Сеге было все гораздо попроще. Вам нужно создать соответствующие постройки в ваших поселениях. Замечательно. Вот наше поселение. Постройки. Так. Что мне там не хватает-то? С человечками какие-то. Политика.
Комплекс. Так, подожди. Фабрика. Что она делает? Пласкрит. Труднодоступный материал, для его производства необходима специальная фабрика. Топливный элемент. Увеличивает продуктивность. Чистая вода и... Вот это, короче, склад какой-то. Ну давай, ветряная мельница, допустим. Вот так как-то. Да, ну и дела. Так. Надо захватывать остальные, да, наверное, рядом стоящие территории. Глядишь, может, когда-нибудь их харвестер найдем. Как вот это вот подобрать? Минерал. Так, надо, наверное, вот это захватить. Этих товарищей. Не хватает ресурсов. А мы тогда пойдем отвоюем все это дело. On duty. Вот так. И топайте вот сюда. Ладно, эти товарищи подохнут, и потом, короче, тогда мы будем заход этот какого новых делать. Пока не надо. Так, новый совет. Перейти. На каждом заседании совета на голосование вносится 3 постановления. Каждая фракция может использовать голос или влияние, чтобы продвигать или отвергать постановления. В течение игры вы можете открывать особые постановления грамоты. Чтобы открыть и получить грамоту, необходимо выполнить условия. На шару будем, короче, действовать. Судья совета, что сойдет водоноса. Контроль над водой. Авторитет. По-моему, мне где-то вот типа авторитета не хватало. Что с этим делать? Что вообще ничего не работает. Ладно, закрыть. А, вот эти вот иконки, они просто постоянно появляются, я не знаю. Что надо? Пускай это изучает. И это заодно. Это в приоритете, да, видимо, стоит. Ладно, я понял. Дефицит ресурсов. Ты изучаешь одно, короче, у тебя второе появляется. Так, ну понятно, это основные задачи. Дефицит ресурсов. Я теперь в бабках проседаю, короче, еще до кучи. Классно, что? Давай еще что-нибудь построим тут. Политика, военное дело. Фабрика топливных элементов. Увеличить продуктивность. А где харвестеры строить можно? Что-то плюсом пошло, окей. Так. Фабрика пласкрита пускай будет. Ладно, и здесь сделаем. Ага, они замочили у меня всех, что ли? Давай еще солдат туда. Либо у меня солдаты по дороге сдохли. Ну вот моя зеленая территория, кстати. Я ее хотя бы вижу. А это как бы моя, но как бы не моя. Подожди, я же ее вроде захватывал, разве нет? А, давай хоть посмотрим, как воюют товарищи эти.
Наши победят. Бах-бах. Когда мы там уже танки будем строить? Я хочу танков много. Так, и чё? Не хватает ресурсов, но оно почему-то захватывается. Вроде как. Так, и с этой штукой, да, придется подождать, наверное. Это мы можем улучшить после гегемонии какой-то там 2000. Не знаю. О, у меня авторитет 22 плюс 4. Так. Вот, это теперь моя, да, территория? Постройки. Давай тут это дело забацаем. Такого завода у меня нет. Что такое? Наверное, ему построилась, да, какая-то хрень? Производство, плоскрита, вода. Давай, наверное, здесь ветряк еще один построим. Потом. Обнаружен налет. Опять ни хрена. Yes, sir. Эй, на нас нападают. Atreides. Так, давай еще солдат делать. Рейнджеров. И... не могу, да, не хватает. Че там, как война? И они, главное, поперли прям на мое вот это, где больше всего построек. Надо солдатами оттуда не отходить прям. Ладно, надеюсь справиться. Здесь тоже какое-то поселение, но тут уже 3-го уровня. Так, очистительный завод. Фабрика плоскрытая, ветряная ловушка. Нужен очистительный завод. Очистительный. А где очистительный завод? Его нужно типа рядом с пряностью сразу строить, что ли? Так. Вот этих мы вот сюда отправляем. По идее, если эта территория вот ко мне пойдет, то тогда я смогу здесь построить очистительный завод и отсюда отправлять харвестеры вот сюда. Ну, тут мне сдается черви какие-то шакалят. Мне будет немножко больно. Так, давай, ветряная ловушка. В общем, возле каждой базы, я так понимаю, не больше 2 построек можно сделать. О, ништяк. Меня червь сожрал. Ну, вы даете. Здесь можно еще народ заказывать. Что за буря? Какая-то буря в пустыне. Началась операция. Так, все, солдат не осталось. Давай, пехотинцы. Еще можно? Так, этих не хватает. Ждем, что? И сюда он буря переместилась. Да, все непросто.
Но вот с этими иконками, конечно, беда. Чё, и Шанкс, и ученый. Подтвердить нам. Вот тут я вообще не врубаюсь, что делать. Что, ничего не работает? Ладно. Убрать. И это убрать. Агенты. Вы можете назначить агента на различные посты, чтобы получить разные бонусы. У каждого агента есть особое свойство. Назначенный агент приносит вам разведданные и другие ресурсы в зависимости от их поста. Разведданные позволяют вам начать шпионские миссии. Назначенный агент также повышает уровень внедрения, открывая новые миссии. Воробушки, сколько всякой дичи. Причем у меня на это время только дается. 7 минут типа осталось. Допустим. Так, а этого вот сюда. Так, у меня... нормально. Так, у меня почти вот этот захвачен, и по идее я сейчас должен буду спайс начать научиться добывать. Здесь у нас есть вода, типа, и еще какое-то здание. Я забыл. Что там у нас за постройка? Да, но не больше, короче, этого, не больше одного. Давай, ополченцев. Yes. Так вот. И еще, ну это, наверное, на защиту эти товарищи будут становиться. Так, и вот здесь тогда на защиту, раз тут нападает. Стрелков. И еще стрелков. Пойдет. Все, я больше типа не могу, да? Мне валок не хватает, по-моему, вербовать этих ребят. Окей. Что построилось? Новое поселение. Так. Вот. И вот здесь мы бацаем. Вот, очистительный завод. Давай. И харвестера сейчас мы сделаем. Уточки. Как раз он будет нам таскать бабло. Я не знаю, можно ли будет 2 прям харвестера заказать. Я бы увеличил прибыль. А то что-то по бабкам как-то. Ну, пока вроде он в плюс идет, но это только пока. Запрос на сделку. Донать. Донать забирайте, не надо. Дипломатически так. Местные диалекты пускай учат. Это типа я должен все это вместе, да, выучить? Все вместе. Хай. Так, вот он. Подтвердить. Дальше, следующее задание. Что? Начать добычу пряности. Построить очистительный завод в поселении, которое мы обнаружили около поля пряности. Угу. Ну, плюс-минус начинаю разбираться вроде. Правда, вот с этим непонятно. Дом поддержать. Так. Подтверждаю. Подтверждаю. Это голоса. Что это дает? Так, у меня 230 этой валюты. Хер знает, что-то они голосуют там сами для себя. Тут делов, короче, понаворотили, как бы, это тут в каждом аспекте желательно, конечно, разобраться. Вот это. Оп.
Я не знаю, нужен ли он мне вообще. По-моему, у меня один коптер сожрал, да? Червяк. Харвестеры привлекают песчаных червей. При первом же знаке червя вам следует отозвать ваш харвестер, иначе он будет уничтожен вместе с экипажем. Хорошо. Вы можете увеличить производство пряности путем добавления большего количества в экипаж харвестер. We're going out. Ирил Гаоси, привет. Удачного стрима в эту пятницу 13. Мне игруля понравилась. На средней сложности играется легко, но контента маловато пока. Да ну, по-моему, до хрена тут контент. Ну, кстати, привет. Задействовать. И он... Контента хватает. По-моему, они тут наворотили делов, как бы, еще, блин, разбираться и разбираться. Какие-то голосовалки, что-то какие-то, блин, эти дебаты происходят. Хер знает, я очень давно в стратегии не играл, как бы. Прям очень давно. Так, это не наш. Это не наша собачка, это наркомановская. Хорошо. Че, Харвестер там идет We're куда-нибудь? going out. We're going out. We're going out. Так, вот, за ним прилетает корабль. И он вот идет на поле, да? Да, вроде тащит его на спайс собирать. На Сеге все как-то попроще было. Там ты сразу же мог все здания строить. Тут какие-то определенные условия надо выполнять, чтобы это все дело строилось. Все, добыча спайса пошла. Listening. Чё хуй с ним? Хуй с ним, говорит. Ну, хуй с ним, так хуй с ним. Так, ну тут уже максимальное количество. Ну, в принципе, понятно. Ирил Гаоси. Харвестер можно ставить в автоматический контроль червя, но мешши добывает, однако не теряешь его на пустом месте от невнимательности. Ну вот, я его поставил. А вот как к нему ребят добавить? Чё, экипаж можно нанимать за кадры. А как его нанимать, хрен его знает. Он, кстати, он уже тут эти Харконины летает. Бдят тут за мной. Хуй знает, что-то изучаю, блядь. Что-то изучается. Пес бы с ним. Подробности. Получить, создать шедевр. Так, у меня косарь нужен. Помочь распространить культуру. Взять под контроль 2 новых поселения. Дает 200 гегемоний. Нанимать на кнопку сверху над количеством черевок в Харве. О, добавить экипаж. А мне не хватает ресурсов, мне полтосик надо. А как этот полтос вот этих вот кадров? Как его увеличить? Они как-то вот у меня в жуху появились, короче. Здорово, Лех. Нахрен я ее буду покупать? Привет. Ирил Гаоси. Она же в раннем доступе. Зачем ее покупать? Во-первых, чтобы ее купить, пускай сначала игру запилят до конца. А так чисто попробовать, что бы скачать-то. Конечно, йо-хо-хо. Так, вот он, короче, да, что-то летают какие-то кораблики. Вот, у меня еще одна единичка добавилась. 23 теперь. Некоторые ресурсы сами по себе, по-моему, растут.
Обнаружен налет. Ай, бись. Начинается. Так, поцики. Yes, Ну-ка. sir. Наше дело бравое. Разъебать. У меня тут еще на защите пару отрядов есть. Но тем не менее. Так, давай, наверное, еще рейнджеров. Так, вот этот ресурс у нас с человечками падает, чем больше у тебя народу, видимо, в подчинении, да? А что вы стоите-то? Стоят, тупят. И, видимо, по ходу задания, да, они забыли. У них память как у рыбки просто. Что-то спайсусочка сосется. Хотя он уже это многовато высосал, я скажу. Я думал, этот спайс будет дольше кончаться. Все, всех захерачили. Молодцом, чё. We are ready. Так, стой. Вот здесь. Ополченцы, ну давай мы еще сюда. Ну да, вот так вот, давай. Татьяна, морская пехота наймем. We are ready. Так, и вот это вот, вся шайка, рейка. Я не знаю, куда бы их. Как этот ресурс, я так и не понял, как собирать. Он его пасет, короче. Что опять там происходит? Сюда, наверное, рановато лезть. Я смотрю, у них 3-й левел. Ирил Гаоси. Воду, кадры и остальное через постройки и зоны. Армия же воду и теряет припасы на чужих зонах. Зависит от зон с бонусами и т.д. Игра похожа на Endless Legend. Understood. Ирил Гаоси. Спайс слева вверху надо контролить по добыче. Там ползунок, так как каждый период у тебя требует спайс на взятки. Ну, вот какой-то ползунок есть. Пока вроде нормально идем. Везде плюсы, кроме вот этой вот шляпы. Кадры. С этим пока не ясно. Производство пряности. Тин-тин-тин. Так. Это типа задание выполнено, да? Дефицит кадров. С кадрами у нас тяжеловато. Надо косарь от этой штуки накопить. Может просто подождать. 2 новых поселения надо захватить. 200 каких-то, ну, этих ресурсов получу. Так, да, выделяем вот этих чуваков. И пускай сюда идут. Я думаю, когда танки появятся, будет попроще. А то что-то как-то они довольно-таки медленно, вальяжненько бегают. Ну, такое. Заебись, опять набег какой-то на меня, да? Че, кто воюет? Ready. А, идет бой. Это я воюю. Слушай, вот с этим плотскритом, в принципе, вроде как неплохо. В плюс выходит. Но вот с этой всей залупой я не знаю, что делать. Давай, перейти. We're focused. Удалить. Нет, никак. Убрать. Кадры отсутствуют. Вот это вот. Убрать. Все это мое, да, здание. Что я потерял при этом? Ну и чего? Я его еще отдельно, что ли, должен захватить? Все равно я его мирно захватываю. Какая-то хуета, короче. То они мирно захватываются, то есть их надо еще дополнительно добивать, что ли, я не знаю. И это мой, да, пасется. Я вот этого товарища могу поднять? Хотя нужны мне эти харвестеры. Ой, как его? Коптеры, бля. Блять, ты эти значки нажимаешь, а их прибавляется только. Поселение расходует вода. Ну, я понял, что оно расходует вода. Постройки. Давай что посмотрим.
Политика. Центр обслуживания. Этот центр не только служит местом для хранения припасов, но и оптимизирует логистику, использование построек, повышая их эффективность и упрощая содержание. Это для всех? Топливный элемент. Помню, я такой строил уже. А это у нас... Внезапные атаки на врагов, да, по-моему, рановато, я думаю, мне как-то на врагов-то нападать. Ракетный комплекс. Да, мне не хватит на все, да, по-моему, почти ресурсов. Улучшает координацию научных исследований и ускоряет процесс разработки. Перехватывает и прослушивает. Чего? Блять, дайте вы нахер, я совсем что-то не успеваю, какой-то актив идет. Что сделать-то? Постройки какие-то, какие-нибудь. Короче, стратегия это не мое вообще. Так, плоскрита я до хрена, короче, набрал. Топливных элементов, по-моему, да, у меня нету. 4 все. Вдруг пригодится. Так, и давай сюда, наверное. Я могу ополченцев запихать? Ага. У меня вот этих вот опять ресурсов не хватает. Ну ок. А я думал, харвестера сожрали. Нормально. Вот как это, видимо, потом, да, я могу только собрать. Когда я вот здесь что-то открою, тогда мы будем добывать вот этот ресурс вот здесь. Ну так же, короче, как и со спайсом будет дело. Да-да-да. Ну, тут понятно. Идите в жопу. Ну все бездействующий. Ты чё, псина? Ну-ка действуй. Это как-то можно, блин? Я не знаю. Видимо, его забирают, чтобы его не сожрали, и ставят на базу, а потом он сразу же тупит, и он ничего не может сделать. Я теперь в минус ухожу. У меня бабки тают просто. Человечков меньше стало. Вот как их добывать, я хуй знаю. Вот это вот как можно штуку, блядь. Богато минералами, производство, фабрика плацкрита. Вот здесь у нас есть фабрика. Ветряная. Центр обслуживания. Тут, наверное, надо было фабрику плацкрита, да, ставить. Хотя он особо не нужен. Свободный агент. Не знаю, тачи, тикнет. Похер, вот сюда пойдет. Временно. Вдвоем. Чё-то куда-то натыкал. Дефицит кадров. Люди остаются чрезвычайно важным ресурсом. Кадры используют для обучения солдат, экипажей, транспорта. Ну и чего, как их больше сделать? Я, видимо, слишком много солдат за баз. И они у меня типа жрут, короче, много ресурсов, да? Ну давай тогда. Так, нужно, наверное, коптером сначала разведать вот эту территорию. Где он у нас? Чё, сэр? Сюда. Опять кто-то нападает. Ну да, пиздует. Приветствую. Приветствую, Ноблес. А я только сюда, короче, блин, войска отводишь, и они тут же нападают на тебя.
Может быть, в тему тогда сюда, блин, как раз какой-то, вот, я не знаю, я бы что-нибудь сюда на защиту бы поставил. Хотя тут наши выбегают. Поселение Вассаль. Так, ладно. Waiting for your order. Надо было, наверное, чуть-чуть попроще бы себе, да, поставить. All clear. А то что-то On этот... vector. Я особо не разобрался, а народ на меня нападает. Что-то, почему он не летит сюда? Коптер? И, блядь, Sir? Roger that. он почему-то в стенку уперся. На Сеге как-то была карта, короче, и мы там уже могли видеть, где я сейчас нахожусь, а тут такого нету. On the move. О, он на гору залетел. Okay. Let's go. Ну, давай сюда. On vector. А почему он сюда не захотел пролетать? Странно. Так, и сразу челиков мы отправляем. Taking position. Пускай идут. Как раз они пока дойдут, он эту территорию откроет. Два здания вот этих захватить. Так, а что это такое? Это ли здание какое-то? Ну там как? Вроде справляется. Ты Ноблис Смуглеру. Много кадров можно получить, если соглашение с Сичем, базой нейтральных фрименов, заключить. Но нужна вода. А как это Ну, вода... Я не знаю, я только начал... Так, подожди, по логике вещей вода, воду можно получить. Производство пласкрит, топливный элемент. Вода. Ну-ка, давай. Я потом поищу, как эти соглашения заключать. Надо больше тогда воды. Ну, прям вообще много, чтобы было. Короче, я так понял, то, что основной ресурс это вот эти человечки. Ну, в смысле, не основной ресурс, а где-то чаще всего это требуется. Дело особо не в бабках, я смотрю. А у меня всех перебили, да? Ты нашел Сич, какой минус? Не будь. А что такое Сич тогда? Ты Ноблис Смуглеру. Там просто кнопку нажать. Я не знаю тогда, что такое Сич. Военное дело. Я не играю 50 минут, я никогда вообще не разобрался. Дрон поддержки, не то. Почему? У меня все солдаты, что ли, подохли? В чем дело? Да? Они сдохли, короче, потому что... Солярий. Ты Ноблис Смуглеру. Сич минус. Жилище нейтральных кочевников. Нет, я такого еще ни одного не находил. Это же у нас нейтральные. Местные. Я их только вот захватываю, либо мирным образом договариваюсь, но воды у меня больше, по-моему, не становится. О, у меня 26, 27. У меня на плюс 10 почему-то пошло. То есть вот этот ресурс начал подрастать. Почему так? Потому что у меня солдаты это убили. А эти куда поперлись? Бойцы. Я ими не управляю почему. А вы куда пошли-то вообще? А они захватили, блядь, мой этот
мой город и ушли домой. Ништяк, что я могу сказать. Это тоже какая-то дичь, я не понимаю, что тут происходит. Ты Ноблис Муглеру. Не, там скала будет, а вне пещеры там можно договор заключить. Угу. Хорошо, я запомню. Это вообще какая-то херня, я не понимаю, что тут делать. Ну пока здесь на плюс идем. Я не знаю пока, как это все работает. Вот эти штучки постоянно зелененькие появляются. How can I help? Так, чем говорит, я могу тебе помочь? Они, короче, просят вот этот ресурс. Влияние. И дают мне за это деньги. Давайте. Казань сдал, Астрахань сдал. Ты что, говорит, собака, чужие земли разбазариваешь? Что, голос, влияние? О, у меня, кстати, этого ресурса больше стало. Было 230 единиц, сейчас 250. Как-то так. Нужен типа плоскрит, походу, да? Что, делаем солдат, надо отвоевывать вот эту землю. Землю. Тут тоже народу нету. Хотя тут и не нападает никто. Так, давай, солдат, военное дело. Пехотинец. Подождем. Он тут без разницы. Главное, чтобы на защите кто-то стоял. Не знаю, я бы как на Сеге вот сюда поставил бы пару пушек и все. Они прямо вот с этой вот, с этого города бегут на меня. Если его замочить, Yes, sir. они вот отсюда пойдут. По идее, должен же, да, тут кто-то быть, чтобы я не расслаблялся. Вот, отсюда замочки убрались. Судья совета. Пин. Очко командования. Союз водоносов. Вот здесь ресурс растет, по-моему. Так, обычно у нас что? Нападают по трое, да, примерно отрядов? По 3 отряда. Давай вот 3 отряда это сделаем. Ты Ноблис Муглеру. В голосовании, в Лансрапе, можно влияние потратить, чтобы перевесить голоса других фракций в пользу или против решения. И что это даст тогда? О, я эту штуку получил. Awaiting orders. Ладно, еще раз эта хрень прилетит, я потом посмотрю, что можно сделать. Так, и давай еще, наверное, рейнджеров одних. По очереди сначала вот этот город захватим, потом вот на тот пойду. Что делать? Что? Следы червя. Ага, докопались, у нас червь прибежал. Так. Ты Ноблис Муглеру. Это тебе даст желаемые бонусы или спасет от дебафов. Хорошо. Торговля водой. Вот, подожди, производство.
Соларий увеличивается на 20% от доступного запаса воды. Открывает постройку чаны для переработки. Ага. То есть это, короче говоря, чан для хранения воды будет создан. Давай, чё. А этот мы... Вот, все скрытные важные места, союзные боевые единицы поблизости ваших получают 20% ежедневного расхода. Изучаем. Ну, а тут все надо учить. Прям вообще все. Наворотили, конечно. Тут прям разбираться и разбираться. Так. Вестер у нас опять встал, да? Мы его задействуем. А вот как экипаж 50 надо таких единиц, а у меня всего 40. И цифра больше не растет. Чё то пусто, то густо. Одни ресурсы уходят к другим ресурсам и так далее. Так, пойдем воевать с этими ребятами. Забрали мое поселение, знаете ж. Нехорошо так, нехорошо, будем отвоевывать. Короче, по 3 отряда солдат делать больше не надо. Народ, если погибнет, тогда еще доделывать. Там мы так в минус уходим. Наверное, поэтому, да, ресурсы тратятся. Но мне не нравится, что тут всякие товарищи летают. Зашибись вообще. Просто весь отряд жух. И черт сожрал. Замечательно. Надо было червя. Ну, короче, вот вообще, в принципе, и солдаты червя чуть-чуть попроще поставить. А я как-то по умолчанию все сделал. Если беречь солдат, то они сильнее становятся. А, то есть они, короче говоря, типа как сами качаются, что ли? Ну, то есть, если они долго выживают, то там... И вот оно что, да? Так. Блин, за солдат, конечно, обидно. Червь взял, сожрал просто. Ну вот как их тут беречь тоже, да, когда их просто вот хлоп жрут. Да. Так, вот она какая-то. Новый совет. Ну, я типа все эти, как вам, производите воды. Надо больше воды производить. Наверное. Больше воды, это значит надо больше построек. Чего командование? Чё, где? Надо угораете? Это кто такие вообще? Налетчик, механик. Из скрытых сечей могут прийти налетчики, чтобы освободить поселение от вашей власти. Отлично. Каждый перекрытый налет дает шанс открыть сич, с которого появились налетчики. А, вот. Да, про что ты говорил про пещеру. Пещеру могут открыть эти налетчики. Ну-ка, успеем помочь, нет? Мне ресурсов на солдат не хватает.
Да все равно, если даже я эту пещеру найду, то мне не хватит договор заключить. У меня со мной не с чем торговаться. У меня как у латыша. Хуй да душа. Yes, sir. Кто там наш? Ну-ка нападай. Печалька. Сейчас я походу еще без одного города останусь. Так. Здесь мы можем что-то построить? Вот, постройки. Что у нас воду производит? Не то... Но можно, кстати. Плоскрита плюс 30, вода 3. Блин, ну давай плоскрит, я не знаю. Че, мы там одержали победу-то? Давай, добивай. Чуть было не было. Я чуть без города не остался. Очень печально, что не можешь построить не больше 2 построек. А, вот еще за 100, да, он добавит мне. Так, нет, давай сначала по плоскриду мы выйдем в плюс, потом будем ячейки добавлять. Вот как только плюс появится, тогда и хорошо. Эти ишаки блеют. Так, военное дело. Давай хотя бы. Блин, мне не хватает единиц. 2 сотки надо. Ну что, подтверждаем. Солярий на содержание. Вот так, допустим, да? Преимущество для избранной фракции. Основная база находится под влиянием эффекта. Архитектурное обследование. Получено 100% урона. Не может атаковать 20% стоимости здания построек. Давай сюда чуть поставим. Допустим. Ну, прикольно, что прямо это динамическая смена дня погоды, короче. Редкие компоненты. Сюда, по-моему, мне вообще я еще не скоро сюда даже доберусь. Мне вот здесь вы этот конфликт решить. Так, я вот не знаю, на Харвестеру. We're going out. Давай наймем. Побольше будет спайса добывать. Так, и здесь. Военное дело. Пусть еще рейнджеры будут. Ты Ноблес Муглеру. Небо в игре весьма красивое. Да, такое прям. С 2 спутниками, да, если это можно спутниками назвать. Я бы еще покрутил как-нибудь, чтобы посмотреть, что за спиной делается. Нет, если во всем хорошенько разобраться, я думаю... Ага, вот почему, короче, я дальше не мог перемещаться. Это, наверное, уже все, конец территории. Слушай, ну если я, в принципе, вот эти вот кусочек карты завоюю, отсюда уже точно никто не нападет. Потом можно только сюда наступать. Типа того. Не, если разобраться и добавить, если мультиплеер, то вообще будет, по-моему, очень классно.
солдат. So Так, focused. ну-ка. Тихо. Awaiting orders. Выделяем. Сюда идите. Давай мы сюда пока не полезем, потому что они сразу же начинают меня атаковать. Попробуем вот прям... Блин, что-то не сдается, сюда еще продолжение карты есть. Но это не точно. Ты Ноблес Муглеру. Хотелось бы компанию увидеть. Ее тоже обещали добавить. Ну вот. Компанию бы тоже, да. Я бы тоже глянул. Так, производство плоскрита. Все, хотя бы в плоскрите мы немножко на плюс вышли. Давай за 100. Мы еще одну ячейку покупаем. И еще... Блин, я забыл, что у нас плоскрит-то. Производство солярии. Вода плюс 50. Нужен особый регион для воды. Стой. За ремесленные изделия высокого качества. Ну, мне пока об этом рано думать. Давай в воду еще. Что делать? Плоскрит, конечно. Не мешало бы. Вот здесь я плоскрит могу построить. Топливные элементы. А что, я, кстати, строил какую-то штуку, у меня почему-то они не строятся. Не прибавляется. Ладно, давай еще плоскрита. Больше ресурсов. Так, и вот здесь посмотрим, что мы можем сделать. Я бы сюда, конечно, кого-нибудь нанял бы на защиту. Типа того хотя бы. Ну пока вроде уже что-то такое вот какое-то налаживается. Как-то вот уже по чуть-чуть на плюс иду. Компанию бы вообще, да, конечно, тоже было бы прикольно. Ну и вообще даже в мультиплеере поиграть в нее. Просто, допустим, 4 человека, когда на карте одной играет, я думаю, это будет классно вообще. Так, почему же эти ребята у нас Awaiting orders. не смогли подняться на гору? Либо рельеф помешал, либо это надо в обход делать. Ну-ка, вы дойдете сюда? Taking position. Так, они поднялись. Хорошо. Understood. Выше. Received. Сюда подходит. On it. Understood. Что это за штука вообще? Отобрать. Как-то караван водоносов. А как-то это можно по-мирному решить, нет? Видимо, нет. Причем вообще никаких взаимодействий. Это странно. Sir? Ладно. Так, Yes, коптер. sir? Roger that. Ну-ка сюда. Так, у нас ресурсы падают, я смотрю. Awaiting orders. Давай, пока что есть. Пока они совсем тут не подохли. Коптер. Сюда. Ready. On the move. Кто-то нападает. Опять червь. Ну вот да, у меня этот харвестер успели забрать. Awaiting orders. Я думаю, наши победят. Хотя... Не хватит. Давай еще, солдат.
пехотинцев. Гулять-то гулять на последние ресурсы. Так, вот воды у меня побольше стало. Чуть-чуть. Нет, убьют их. Их завалят. Ты Ноблес Муглеру. Вот лично мне из фракции больше всего зашли контрабандисты и Атридесы. А ты пока только за вторых играл или других тоже пробывал? On duty. Нет, я пробовал только за трейдерс. Вообще я рассчитывал на какое-то обучение, знаешь, хотя бы как за ручку, что проведут. Вот это вот делает вот так. Вот это вот сделает вот так. О, штуки какие-то появились. Постройки. Центр исследовательский. Короче, я рассчитывал на обучение, а оказалось так, то, что запускаешь миссию, и тебе уже все вот сразу, так сказать, с места в карьер. Блин, на меня нападает, а у меня отбиться нечем. Сшибись вообще. И в итоге, короче говоря, все так произошло. Сижу, вот разбираюсь. У меня ни на что не хватает ресурсов. Они у меня сейчас этот город заберут, нахрен, да и все. К сожалению, в раннем доступе обучалку не завезли. Да-да. Этого бы не помешало вообще. Подожди, я могу как-то, блин, поменьше себе сложность поставить? Я не успеваю отбиваться, меня мочат со всех сторон просто. Графики управления, да, хрен-то. Надо было миссию запускать на минимальных хотя бы настройках, подразобраться, что к чему, потому что что-то лупят вообще. А они сейчас, я говорю, то, что они сейчас этот город берут просто и все. У меня ресурсов не хватает. Они со всех сторон нападают. Я ничего сделать не могу. Кстати, было бы, наверное, прикольно, если можно было бы как-то балансировать со сложностью в течение прохождения, я не знаю. Типа вот хочешь сыграть в миссию, короче, ставишь сложность. Если тебе слишком дохрена, ты не успеваешь, там не вывозишь просто. Давай поменьше, типа снизим. Просто, ну, правда, ты не знаешь, что делать. А на тебя уже с 3 сторон нападает, ресурсов нету. We are ready. Не с 3, да, с 3. Слева вот здесь получается, сверху нападает, еще и снизу идут. А у меня ресурсов-то вон один отряд и все. Waiting command. At your service, sir. We are ready. Yes, sir. Пойдем им нападать, что делать? Либо еще как вариант просто заново начать. Как говорится, хорошая катка всегда начинается с рестарта. We're going out. Они вот во всем даже разобраться не дали. We're going out. У меня вот это вот ресурс теперь появился, а нету бабок. Что бабок там заработать. Да, вот они, пожалуйста, уже на основную базу нападают. Все нормально. Они вот это сейчас захватят, и потом сюда пойдут. Им вот это даже не интересует. И только через 200 вот этих вот единиц я смогу себе один отряд купить. И потом заново все захватывать. Да. Поселение восстать. Да спасибо, я вижу. Все отобрали.
Ресурсов теперь до хрена. Воевать нечего. Ишаки только воют и все. Такие дела. Странно, что у меня вот этот завод со спайсом не отобрали еще. Это прям удивительно. Кстати, карта открылась. Куда они прут все? Но я их за пылью не увижу тут. Как вариант, тупо ждать и ускорять время, короче, и тогда что? О, пятихаточку дали. Большим отрядом нападать, отвоевывать сначала свои территории, которые уже забрали, а потом, не знаю, вот так выйти. О, Харконнены прискакали, они их завалят, нет? Или они? Да, это Харконнены. Ну, вижу. Видишь, вверх это минус. Фиолетовый ползет. Это регулятор того, сколько ты пряностей в запас складываешь минус. На налог, а сколько продаешь? Вот это продажа. Фиолетовая это налог. А как это интересно регулировать, чтобы всем было удобно, скажем так? Короче, чтобы никто не обижался, вот интересно, как надо складывать. Либо по факту надо, да, определяться. Запасы вот у меня. Ну, в принципе, я нигде в минусе не оказался. Вроде как. Тут уже все Харконнены наступают. Вот как. Вот что. Так, военное дело. Бить спали. Чего нельзя? О. Короче, сначала отвоевываем близлежащие, наверное, да? Чего они тут встали? И прям с копьями какие-то солдаты с пушками. Слушай, Харконнены реально гораздо лучше вооружены. Ты нобли смуглеру. At your service, sir. Регулируй по случаю. Хватает на налог минус. Продавай больше. Yes. Не хватает минус. Меньше. Хорошо. Пока вроде хватает. Просто не знаю, коль такая пьянка, вы тогда, я не знаю, они бы разрешили тогда танками уже сразу пользоваться, не знаю, танки лепить, или это попозже можно все-таки, да, сделать? Let's get to business. Заверяю вас, моя власть крепнет, но это не значит, что я отступлюсь от наших общих интересов и предал своего партнера. Впрочем, цены немного вырастут. Кто мужик вообще? А, это контрабандисты, да? А что он этим хотел сказать, я тогда вообще не понимаю. Позволяет обучать гвардия Лансрата какого-то. Ладно, с этим позже. Вот это вот всплывающее окно, что-то вообще не понимаю. Это как торги, может быть, в монополии, я не знаю. On duty. Так, вот эта штука. У нас типа за один спайс вот 1.8 дается, да? Так, вот я здесь вот сразу в минус пошел. Потому что у меня больше войска стало, правильно? Делаем еще народу. Прям чтобы армия сметала. Покуда ресурсы есть.
Так, и давай, пехотинцев. Иди, так. На это я 1,5 штуки надо. Просто если вы швыряете человека, как бы, да, игрока, швыряете с места в карьер, почему бы сразу тогда ему полную не дать версию вооружения, там, всяких ресурсов и так далее? Если вы обучать не хотите, давай тогда полностью все. Голосование. Вода, вот, на содержание. Меньше процентов пускай будет. И военное дело. Вот так, да, попробуем. Если это хоть на что-то влияет. Я хардконину, да, по-моему, поддерживаю таким макаром. Подожди, не будем. Все, максимально народу. Пошли отвоевывать, что у нас забрали. Хреново, что постройки придется теперь заново отбивать. Вот, не знаю. В какую сторону-то желательно идти? Attack! Ладно, пойдем сюда. Судя по карте. Хотя нет. Карта вот он. Это больше нейтрально. Что-то контрабандисты вообще делают. Ладно. Выживание, кстати, долго изучается. План местности. Организация форпостов. Ко все. Ок. Все, мы завоевали их. Эх, я бы коптера еще подстрелил. Че он тут? Awaiting orders. Дальше пошли. Тут какой-то вопросик. Теперь другой. Песчаный червь. Да его утащит, все нормально, не ори. Так, давай. Вы Let's go. сюда нападать. Коптер, где у нас? Yes, sir. Чё, сэр? Давай сюда. Okay. Так, и здесь постройка. Плоскрит. Ну, у меня плоскрита, в принципе, хватает, топливные элементы, но не знаю, содержание, постройки, вода. Воды еще меньше стало, ну, потому что народу много. Влияние, разведданные. Гегемония. Ай, гегемония. Чего сюда построить-то? Какой-то бесполезный город вообще. Давай вот. Пусть побольше будет. Содержание 3 в день. Все, отвоевали? Waiting command. Допустим. Чё запрос? Блять, ты отсюда уходишь, на тебя с другой стороны нападают. Военные смуглеру. В игре есть спецоперации. С помощью них можно с противниками дичь вытворять или своим помогать. Посмотри, если интересно.
Charge! Да давай хотя бы здесь разберусь. Что-то вообще труба. У меня опять все передохли нахрен. Я от одной постройки ухожу, на нее нападает тут же с другой стороны. Как-то я в центре вообще событий-то оказался, ну вот серьезно. Вот у меня моя территория. Здесь нейтральный, здесь нейтральный. Отсюда и отсюда прут на меня. Эти не захватывают вот здесь, они нападают рядом. И отсюда тоже прут. Это жопа вообще происходит. Плюс еще харвестер затупил. We're going out. Ну и все. Они пока дошли, они сейчас вот это завоюют и все. Если так и будем играться, короче говоря, я этот город отобью, накопив ресурсы. Они этот заберут. Я этот отобью. Они на этот нападут. Так оно и будет. Черный рынок. Взыскать налог пряности. Использовать внедрение на Аракис. Какой-то агент. Рынок. Ладно. Ну, он не захватывает. Все. Мне что, блин, по сложности игры не положено больше одного города иметь? Чалька. Короче, есть солдаты, не хватает ресурсов. Есть ресурсы, не хватает солдат. Да, вот все, они отвоевали и ушли. Печально. At your service, sir. Ну-ка, они успели? On duty. We're focused. Причем ты свои ресурсы тратишь на постройки рядом с зданием. Их отвоевывают, и все. И то, что ты строил, улетает в трубу. Круто, чё. Тут опять же день. Причем здесь я гораздо вообще не прибавляю. Ready. Да. Турурум. В принципе, это плюс-минус понятно, чё как. Разобраться бы вот с этим вот нюансом. По ресурсам. Где какое выгоднее строить, чтобы максимально с определенной территории получать бабла. Ну, бабла, либо других ресурсов. Вот тяжело вооруженный какой-то появился. Ой, я успел, что ли, эту штуку захватить? А, тут идет только захват, да? Ну-ка, давай. Поменьше. Вот так. Написано плюс 65, а оно что-то по 3 прибавляет где-то. По 2, по 3.
Все. Yes. Это все, которые у меня есть, да, солдаты, а те просто подохли. Замечательно. Так, тот город вроде там захватывается или договаривается о том, то, что он будет, типа, со мной. Что-то такое, да? Вот с этим непонятно, что делать. Вот с этим непонятно, что делать. Как эти ресурсы добывать. Вы были избраны для положительных постановлений. Влияние 100. Я даже не знаю, где тот ресурс посмотреть. Сколько у меня влияния. Убедите его присоединиться к предварительному условию. Создано 2 новых построек политика. То есть я даже не успеваю захватывать столько зданий, чтобы политику прям еще. Ну, короче говоря, нужно взять какое-нибудь здание, допустим, ну, так вот. И вот возле него построить какой-то с политическим уклоном, короче. Хер знает. Поддерживаем вот так. Так, вы можете торговать. Если вы достигли максимального значения связи, находится на вашей территории, то вы заключите открыть. Ополченцы. А где они? Наверное, вот это и есть, да, пещера. Не исключено. Принять решение. Ты Ноблис Муглеру. Вот, например, если нужна вода, то ищи локацию с сильным уровнем ветра и там строй. Нужен пласткрит, то ищи, где его можно добыть дольше. Для этого кликни на локацию и посмотри характеристики и бонусы. Ну, приблизительно понятно. Клавишный колпачок звезды. Больше. Приблизительно понятно, но... Так. Производство. Вода 14. Без воды нет жизни. Она крайне редка. На Аракисе используется для снабжения подконтрольных поселений. Отсутствие воды приведет к волнению и восстанию ваших поселений. Постройки. Производство плоскрита. Плюс 30. Ну, особо я пока в нем не нуждаюсь. Топливный элемент. Я вообще не знаю, кто его использует. Ветряк уже здесь встроен. На Сеге ветряк вообще всегда электричество давал. Содержание постройки минус 30%. Центр обслуживания. Так это только минус 30%. Она же мне не будет доход этой солярии давать. Или будет? Скорее всего, нет, не будет. Че будем у меня прирост давать? Хес, давай построим. Просто я сейчас построю, они придут, опять все схерачат. Все. Постройки. Давай что-то там политику. Задание, что там? Постройка на политику, да? Что-то про влияние, не политику, да? Посмотрим, что можно сделать. Политика. Знание. Влияние. Вот так вот.
Ну ладно, достроиться, потом еще глянем, что там есть. Просто, ну, не знаю, на Секе оно как-то побыстрее получалось территории расширять. Тут как-то, я не знаю, за один город бьешься, туда-сюда его отвоевываешь. Хотя, может быть, так оно и должно быть. Не знаю, я, по-моему, когда последний раз... Ой, лет 15, наверное, назад в стратегии-то играл. Типа Тропика, что-то в этом роде. Давайте тяжеловооруженный отряд еще строим. Создание, ну, завершено. Ополченцы сюда. Что еще тут можно забасить? Плацкрит. Фабрика специализируется на топливных элементах. Оптимизированное производство увеличивает продуктивность. Так это и берет и содержание. Heavy weapon at your service. Солдаты готовы. Отделение вербовки. Опять кто-то нападает. Ну, замечательно, что я могу сказать. Ракета. Ура! Наконец. У меня хватило ресурсов ракету ракетницу построить. О! Давненько на меня Any orders? никто не нападал. Чё? Вот тут давай воюем. Вот я думаю, они уже что, типа, забыли про этот... про вот эту вот базу. Я думаю, мы ее отобьем. Харконнены так-то пожестче будут. И я смотрю, они быстрее расстраиваются уже. У них 3-й левел, я смотрю. Я не знаю. Так, вот у меня третий уровень базы здесь есть. Надо здесь пушку ставить какую-то. Так, постройки. И тут мы строим ракетницу, да? We're focused. Ну, военная база такое себе, а вот ракеты, наверное, пригодятся. Сюда будут часто нападать. Я надеюсь, опять в минус везде ушел. Так, возвращаем. Agreed. Логичнее их как-то в центре держать, я не знаю. Так, и еще одну. Так, разведданные. Гегемон. Блин, я забыл, что там по заданию. Что-то на влияние надо. Хотя у меня там вроде построено. Какой-то выдающийся политик. Опять нападает. Да вы задолбали, вот честно. Они просто идут, блядь, со всех сторон. Сейчас у меня солдат их перебьют. Ready. Is that where you need us? Давай еще.
Нет ресурсов, мочат солдат. Просто вон, все красное. О. С одной стороны повстанцы нападают, или как там. С одной стороны фримены на тебя летят, с другой Харконнены. И все. И хана. Я тупо не успею. У меня этот город заберут, потом я если этот отвоюю, то у меня тот заберут. Они так и будут херачить туда-сюда. Нет. Давай, короче, мы сейчас что вон сделаем? Перекур. И мы новую игру запустим с теми же самыми советниками и так далее. Только в настройках я чуть-чуть попроще сделаю. Давай, новая игра. От Трейдеса. Не знаю, можно, конечно, за других. Ну, давай так. Вот. Размер карты. Ну, пускай будет маленький. Черви. Сильно не напрягает. Пару отрядов они у меня сожрали. Частота бурь. Тоже не особо часто. Ладно, давай. Низкая. 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 Превосходство, гегемония, политика. Это типа условия победы или что? Просто, наверное, превосходство, то есть зачистить всю карту, всех убить. Убийство. Выключить, включить. Не знаю, что это, на что влияет. Искусственный интеллект, контрабандисты, фримены. Дай просто, наверное, одну фракцию, да, и все. Против Харконнена будем воевать. Сложность. Вот прям легко. Надо сначала разобраться в процессе, а потом уже повышать сложность, потому что, ну, я реально не успеваю. Со всех сторон атакуют, а делать-то чего? Ресурсов нет. Вот, когда уже более-менее адаптируюсь, короче, совсем разберусь, тогда можно как-то поднимать уже сложность. Давай, сейчас я подойду, короче, 3 минутки перекур. И вот именно отсюда начнем, с такими настройками. Сейчас подойду.
Поехали. Начать игру. То интересно, в курсе вообще, когда у нас релиз этой игры будет? Я бы в мультиплеер погонял. Так. А у меня, кстати, карта изменилась. Что ж. Waiting for your order. Давай. Ты? Sir? Okay. Вот Let's сюда. go. Чел работает. Ну, то же самое задание. Давай на авторазведку его. Военное дело. Подкопить ресурсов. Нет, чувак, ты не туда полез. Нет, так дело не пойдет. Ready. On the move. Пускай он у меня по чуть-чуть все исследует. Я подсобираю ресурсов, а потом буду на... Вот так вот. Баланс в ноль вывести. Roger that. Так. И давай исследуй вот здесь. В принципе, я думаю, 2 отрядов хватит, чтобы захватить одно здание. Так. Коптер. Вот сюда. Известно, тут какой-то червь будет, да, часто появляться. А че он дальше не летит? On the move. Вот. И спайс нашелся. Okay. Let's go. Okay. On vector. Значит, тогда нужно исследовать здесь. Okay. Какому городу оно принадлежит? Вот этому, да, скорее всего. On the move. Сейчас попробуем, короче, мирно заключить с ними договор, не расходуя ресурсы на солдат. Чтобы начать спайсом, короче, спайс добывать. А вот этих мы завоюем, чтобы вот здесь пробовать вот этот ресурс. Я не знаю, что это за такие золотые штучки. Ополченцы. Пробуем. Главное, тут написано плюс 10, а добавляется по одному. Что бы это значило, непонятно. Подтверждаем. Путь к власти. Захватить регион, в котором добывать пряность. 2 боевые единицы. Ну, 2 так 2. Делаем. 2 боевые единицы. Пехотинец. Ну и рейнджер также. Они, кстати, дешевле. А бьют на расстоянии. Так. Коптер. Вот. All clear. Тяжеловато его немножко иногда выковырить оттуда. Он прям над городом надвисает и сливается с вот этой штучкой. Yes. Waiting for your order. On vector. А еще посмотрим, что тут рядом есть. Ну вот к этому городу у нас относится вся вот эта территория. Так, стой, проверяю.
2 единицы есть. Вы контролируете одно поселение, где есть пряность. Ну, тут придется подождать. И оно типа потом должно под мою юрисдикцию попасть. Вроде как. Ready. Давай сюда. On the move. Okay, let's go. Он On vector. Okay. On странно, он vector. как-то летит. Иногда он упирается как будто в стенку, но это не стена. Карта вниз, да, уходит. Уже о чем такая большая, я вроде маленькую выбирал. А, ну я на самом верху почти появился, потому что... Хорошо. Пока, в принципе, вроде как в плюс иду. Везде. То есть лучше, наверное, не пыжить, да, с количеством войска, ну, отрядов. И чуть-чуть. А то они слишком много ресурсов у тебя забирают. Потом всякая дичь начинается. Вот сколько-то времени это занимает, а? Так, Okay, let's go. так, и вот второе поселение, давай. Roger that. Что у нас тут происходит? Мы договариваемся или нет? Что-то я не понял. Как-то полосочка не ползет. Хотя ресурсов вроде хватает. В ушах прям ветер такой. Как будто реально ты на этой каком. На ветру на каком-то пустыне находишься. Не, полоска растет, но очень медленно. Скорость можем увеличить? Давай так. Изучить Харвестер. Я не могу это сделать. Не знаю, может быть, вот это здание надо захватить, чтобы тут пошаркать. Не знаю. Как они долго договариваются. Ребята несговорчивые, походу, попались. Надо думать, у них спайс. Здорово, Даман. Спасибо за лайкос. Даман 72. Привет, друг, лайк лови. Так, давай, скорость медленнее ставим. Так, разведданные, производство, постройки. Давай, наверное, мы тут ополченцев. Сразу же стрелков. Подрывников. Я не знаю, чем они отличаются. Давайте стрелки и еще раз стрелки. Постройки.
Очистительный завод. Строим. В принципе, без разницы, давай вот так. Когда построят очистительный завод, по идее, его лучше защитить. Мы сюда, короче, вкепаем этот, как его. Мы сюда вкепаем ракетницу. Исследование. Композитные материалы. Стоимости создания построек 15. Поселение быстрее. Починки. Вот это долго изучалось. Открывать постройку военная база. Припасы. Ага. Вот откуда у меня эти солдаты тогда появились. Разведка. Назначенные внедрения приносят на 100% там влияние. Авторитет. Давай попробуем туда, вот в сторону воды попробовать двигать. Торговля водой, да? Вот так. Прям вот эту всю ветку попробую изучить. Там посмотрим, как карта ляжет. Сразу уровень постройки 3. Интересное кино. Что случилось? Имперский налог. Зашибись. Ладно. Я читал, что его можно игнорировать 1-3 раза, по-моему, да? Давай вот так, на середину мы его поставим. Подтверждаем. Следующее задание. Построить завод. Хорошо. Давай завод. Все, завод построим. Вхожу ястер. И задействовать. И вот еще чуваков мы туда наймем. Да, в принципе, ресурсы позволяют. Так, вот здесь еще постройка. Ракетный комплекс. Да, на защиту пускай. Хотя у нас по карте что? Да, лучше вниз как-то это дело поставить. А, ну вот он, охват, короче, этой пушки, да, какой будет? Окей. Открываем еще ячейку и потом сюда еще втемяшим. Не знаю. Ветряк, допустим. Чего бы нет. Все, харвестер у нас тут пасется, и слава богу. Подтверждаем. Задания будут еще какие-нибудь? Видимо, нет пока. Контроль инфраструктуры, преимущества, влияние. Вот такие задания, по-моему, да, будут по влиянию. Ладно. Постановления будут представлены для голосования через 2 дня. Может подождать? Какая-то хрень прилетела. С налоговой, что ли? Че? А, здание завершено. Свободный агент. Так, давай так. Не знаю. Подождать. Давай закроем пока. У меня хоть в запасах чуть-чуть появилось. Постройки. Содержание солярий, вода, топливный элемент, пласкрит. Вот, у меня его мало. Давай вот так вот сюда пласкрит забрасываем.
Думаю, рано, не рано на них нападать. Не знаю, на Сиге, вот когда в Дюну лобал, тогда ну, ты нападаешь, только начинаешь нападать, и все. Типа вот ты объявил военные действия, и все, начинается, короче, замес сразу же. Давай подождем пока. Контроль инфраструктуры. Давай стоимость по вербовке единиц попробуем. Где-нибудь вот так. Десять на десятку. А вдруг? Если тут конец карты, можно отсюда начинать. Да. Ладно, мы сейчас тут построим, короче. Достроиться, это все дело. Хотя бы по плоскриту начнем в плюс выходить. Задание. Торговец. Что надо? На экономику 2 здания. Разграблено поселение Лисич. То есть мне это задание нужно за 19 дней, да, выполнить? Чарка. Так, вот прирост у меня начался. Окей. Ну, пока вроде все, да? Давай мы тогда берем Ready. вот этих товарищей и топаем. Received. Ладно, я пока ничего дополнительно делать не буду. Постройка с экономикой. Я не знаю, если получится это дело завоевать как-то, попробуем что-нибудь... Да куда вы поперлись-то? Received. Попробуем как-то на экономику что-то построить вот прям тут. Yes, sir. Let's go. Не, We are on the move. On it. Yes, sir. если что, возможно, тут можно будет вот эту штуку добывать. Let's go. As you command. Understood. А чувствую, не дойдут, подохнутся. Received. Retreated. Давай, воюем. Еще надо солдат. Рейнджер. И пехотинец. Сразу же сходу можно 2 пачки отправить. Да, чуть-чуть не добил. Запрос на сделку. What do you want? Что ты, говорит, хочешь? Ой, без понятия, что я хочу. Мир во всем мире я хочу. А то не получится. Все, да? Замочили мы их. Listening. Ну, почти. On Сразу duty. же. We're focused. Оп, выделяем. И туда. The offensive. Можно было даже, да? А нет. Все, они We're затупили. focused. В обход тыкать придется. Ну-ка, атака не пройдет? We are on the move. Да, нормально. Taking Я position. думал, эту территорию только коптером можно открывать, нет? With honor.
Тут у них только один отряд остался. Теперь это явно наши должны победить. Свободный агент. Оп, и куда его? Да, давай. Ну, вот это, я думаю, получится. Чё? На меня кто-то нападает? Yes. Да, нет. Все, захватываем. Вроде как. Ну, пока вроде по ресурсам-то нормально. Вроде всего хватает. Не знаю, успею выполнить задание, нет? Так, постройки. Постройки. Здесь на экономику что-то, вот. Давай, по-моему, воды. Вот так вот. По заданию, да? У нас же по экономике нужно было, да, вот. 2 постройки по экономике будет и разграблено. Вот это вот я не знаю, подожди. А чем нападение на чужую территорию от разграбления отличается? Может, где-то найти надо как-то? Ладно, хоть одно задание. Хоть одно задание выполню. Перерабатывающий завод. Ну, мы здесь ветряк поставим, потому что вот водяных ресурсов мало. И перерабатывающий завод еще басы. Чуть быстрее. Заодно ресурсов побольше будет. Не торопимся, короче. Готово. Так. Где же завод-то этот? Вот он. Система складов требуется. А где он? Система складов, хранилище, завод, фабрика, топливный элемент, ветряная ловушка, водоотделитель, перерабатывающий. Но системы складов нет. Ладно. Стрелков. Ополченцев. Что случилось? Обнаружен налет. Там что-то Харконнен, по-моему, да? Беснуется. Подтвердить. Ну, я хотя бы одно выполнил задание. Так, местные центры.
Допустим. Уйдем чисто в зеленку. Идет бой. О. Слушай, а пушка вообще тема. Постройки. Не знаю, что делать. Пока еще плоскрит добывают. Давай пряности побольше, да? Вот так поставим. У нас 40 ракет. Может, это на что-то повлияет. Плацкрит. Какой-то странный ресурс, как бы, но я почему-то не могу его добывать. Сюда, кстати, пушку надо еще. Потом все остальное. Построй 2 орнитоптер, чтобы разведка лучше была. Может, вкусную территорию найдешь. Может быть, да, у меня один-то стоит. Давай, наверное, не будем на него ресурсы тратить, пускай он просто вот так самостоятельно один там ползает, что-нибудь ищет. Просто, ну, будет 2, а открытые будут территории. Он же, наверное, тоже орнитоптер этот. Он жрет, да, вот ресурсов и вот этих вот то, что у меня 4 топливных элемента. У меня даже, кстати, ни одной базы по этим топливным элементам нету. Посмотрим, может быть, он просто где-нибудь в земле найдется. Вот тут вообще целых 3 вопросика. Пусть один, короче, там пасется себе, да и все. Пока одного достаточно. Что нашлось? Создание завершено. Так, давай. Оп. И боевые единицы могут погрузиться в челнок и выгрузиться из него в радиусе постройки. Практически, по-моему, бесполезная штука. Производство кадры. О, Степа. Вот он этот, короче говоря. Вот у нас что кадры эти делает. А я думал, куда же их взять-то? Походу все гораздо проще. Свободная бабка, да? Ну, да без разницы, давай вот так. Вот, и у нас вот здесь прирост, во-первых, будет. То есть, если что, я могу сразу же себе ребят нанять. С плоскритом плюс 50. Ну, пойдет. Но я здесь еще одну постройку сделаю, чтобы уже конкретно сюда поставить еще и пушку до кучи. Аэропорт удобен, когда нападают в разных концах владений для быстрого передропа. Но пока-то территории маленькие. Когда территории большие будут, то аэродром сильно поможет обороняться. У меня пока-то всего 2 города, чё. Может, здесь что-нибудь военное захерачить? Производство. Так, вот давай топливные элементы. Вдруг пригодится, да? Пойдет. База вроде защищена плюс-минус. Тут и ополченцы, и пушка стоит. Вон один уже квадрик, точнее этот коптер, он тоже делов-то натворил. Мне тут до вечера это все дело исследовать.
Но, увы, мне сегодня на работу. Тут надо этот город завоевать, я думаю. Чего у меня тут, да, солдаты стоят? Просто так. Так. Это у нас построено, да? Почти. Должно сообщение прийти. Ёпа мать, что надо? Все. Кадры плюс 6, вот. И пушку сюда. Блин, у меня бабок не хватает. Надо плоскрита больше. Больше золота. Так, ладно. Мне нужно расширяться. Кто? О, кто нападает? Человек. Ну, я на коптера там поставил все. Его не должны утащить. Все, его утаскиваю. Все нормально. We're focused. Так, давай, вот этих вот ребят мы отправляем вот на эту территорию. Received. Тут, по-моему, ресурсов рядом много. Возможно, харвестер один еще откопаем. Если на вооружение не хватит, тогда мы сделаем... Я пушку, да, не поставил. Ну, а пушку накопить придется. Плоскрит определенно нужен. At your service, sir. А, ёпта мать. Awaiting orders. On it. Странно, что они делают женщины в отрядах? Давай, фас, тузик. Focus fire. Может, сразу же вдогоночку солдат сделать? Хотя... моя пушка им помогает, да? Кто-то же шарашит. Моя база основная, да? Постреливает. Ну, прикольно. Так. Коль такое дело. Давай, постройки. Постройки за 300. Че, не хватает? Ётить. Не хватает ресурсов. Верни Харвик на поля. Точняк, где он? We're going out. О, малыш-пылесос. Давай, цыпа. Ну что мы там, размотали их, нет? Кстати, его войска на самом деле, они подольше постояли и дольше пожили. Давай. Захватываем. И мы делаем еще, короче говоря. Что у нас тут? Стрелки, да? Давай, пехотинцев раз. И рейнджеров 2. И пусть они, наверное, пасутся пока... Блин, я не знаю. Я вот эту территорию оставляю без защиты. Нападут отсюда. Поселение под контролем. Вот это у нас что? Изучить харвестер. 4 минуты она будет вытаскивать из-под земли. Awaiting. Богато минералами. Производство фабрика плацкрита. Вот, как раз то, что надо. Плацкрит. Запросто. Чик. И все. Сейчас у нас прирост пойдет. Но надо не забывать, что там надо обязательно пушку поставить. Yes. Давай, вот этих мы пока отправим повыше, пусть торчат там вот прям. Taking position. Пусть там живут. А вот это вот, чуваки, пускай тут останутся, но мы сразу же. Ополченцы, стрелки. Я не знаю, кто лучше. Видимо, клад. Атака, да? А это защита, да? Давай.
А, не получше. Сейчас мы тут и пушечек понастыкаем, и все остальное. Короче, вот плюс-минус-то разобрался, что делать. Голос, влияние, что... Я могу не поддерживать хардкор. Скорость разработок к военному делу 50, да. Ну давай вот так, на 20-очку. И вот это вот на полтосик. А это они 80, да? Вот так. Моя ставка больше. Похер. С этим потом. Здесь. Пушку ставим. Вот такую. Ирил Гаоси. Выполняй задания, мигающие слева вверху. Они дают очки Ланстрата. Ну, я понимаю. Кто первый наберет сколько то-то, указано сверху справа 1,4 ща. Я вот какое-то задание я по времени не успел сделать. Попросить финансирование исследования, предварительные условия. Создано 0 из 2 разработок. А как это вот делать? Хрен его знает. Финансирование исследования. Где его брать? Это мы не обучали. Это мы не проходили. А работает над прототипом. Предварительные условия. Вы нашли и приняли решение по поводу 2 находок. Но у меня там что-то с харвестером какая-то замута есть. У вас в наличии менее 5 орнитоптеров, сейчас 1. Их 5 штук, что ли, надо? Не. Я не успею, это задание сложное пока. Создание. Ага, пушку сделали. Ок. С этим вот войском, 2 отрядами, можно напасть вот на эту территорию. Ладно, мы пока их тут оставим. Плоскрит у нас добывается. Что еще можно сделать? Да не то. Да давай, наверное, пушку, да? Нет. Нужно кадров, во-первых, больше. Влияет что-то только на ваш пракс. Короче, какой-то посол, да, походу, накосячил? Уровень связи. Ладно, пес. Что изучено важное место. Перейти. Переходим. Принять решение. И ничего не происходит. Ладно. Песчаная буря. Песчаные бури негативно сказываются на производстве в ближайших поселениях. Они могут уничтожить как боевые единицы, так и харвестеры, орнитоптеры, харвестер. Хорошо. Военные единицы могут укрыться в подконтрольных поселениях. И все же бегство самый ненадежный способ спастись от песчаной бури. Ну, тут харвестер нужен, да. Точнее, не харвестер, тут нужен кто будет оттаскивать. Вот. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Долго. Долго делается. Ну, по идее, вот эта постройка мне даст побольше прироста вот к этим кадрам. Потом ставим пушку на защиту. Ополченцы есть.
Чё? Разве наша совместная работа недостойна восхищения? Я отвечаю за пряности, все исходящие из этого преимущества. А вы находчиво используете свою неполноценность, чтобы подчеркнуть мою силу. Великолепно. Ну какой он урод, а? Мы, говорит, Харконнены. Мы крутые, мы за все отвечаем, а вы нам просто, короче, типа это... лижете жопу. Херушки. Размотаем. Ну, по крайней мере, насколько успеем. Так, постройки. Тур. Да, наверное, да. Они будут нападать обязательно. Я, наверное, еще, по-моему, пожалуй, потом здесь территорию куплю. Почему я тут минус ушел? Свободный агент. Вот у меня тут что-то, кстати, с этой иконкой у меня горит красная какая-то хрень. Разведки икон. Какие-то подковерные войны, что ли, можно уйти? Я не знаю. Это странно. Ну, думаю, у меня уже тут все открыл, да, наверное? Он там харвестер еще один. Но я не успею это задание выполнить. Хотелось бы, но... Все. Постройка завершена. Еще ячейку. Топливный элемент. Скрит, солярий, блин, я не знаю. Мне либо с политикой связываться что-то, либо ветряки, либо вот это, уменьшать ресурсы, чтобы в бабках на плюс выйти. Давай так. Пока вот прироста что-то как-то никакого. Нет ничего постыдного в том, чтобы признать предел своих сил. Несомненно, вам будет достаточно тяжело управиться с кучкой заброшенных селений. Он прям настаивает, чтобы я пошел его и размотал. Так, ладно, по факту потом уже. Ну, уже, по крайней мере, лучше получается охранять хотя бы свои здания. Вот с этим непонятка какая-то. Перерабатывающий завод. Я не знаю, если я улучшу максимально это поселение, тогда, может быть, откроется возможность постройки от этого перерабатывающего завода. Давай попробуем так сделать. Может, действительно так оно и есть. Тут харвестер валяется. Ебать, тут только этот червь, да, он тут тусил. По идее, вот здесь особо не очень важная территория, скажем так. Это что за хрень вообще? В этой области можно найти геотермальные источники энергии. Тут, короче, выгоднее ветряк, да, какой-то строить. Вот прямо на этой территории. Потом. Че, постройство? Угу.
Так, последствия для избранной фракции. Плюс 30 скрыто на содержание. Уровни внедрения всех фракций уменьшение на 2. Что значит уровни внедрения всех фракций? Уменьшить на 2. Я не знаю. Давай вот так. Арсенал бойцов. Молодцов. Поддержим на петельку. Так, давай. 500. Постройка. Все равно нет. Требуется система складов. А где он? Может, это она и есть? Но она закрыта. Требуется очиститель. Фабрика. Какой очиститель? Получается, нужно, чтобы сделать одно, нужно сделать другое, но этого нету вообще в списке. Но почему-то закрыто. Что надо? Очко идите. Я только зря бабки потратил. Хрен знает, давай здесь построим еще одну вот эту штуку. Че, я зря пятихатку просрал, что ли? Что-то пока с заводами непонятки. Так, ну все, тут плоскрит добывается вроде как ништяк. Вот, я вроде как в плюс вышел на чуть-чуть. Поддержать. Это где-то произошло. Ладно. И заданий, кстати, не дают. Давненько уже. Че, пойдем еще что-нибудь завоюем, да, наверное? Ну-ка, пацаны. Understood. Вот эта территория мне особо не нужна, я смотрю. Что надо? Угу. Так, ну у меня, во-первых, тут 2 пушки. Во-вторых, там еще у нас тусуются ребята. Налог повысили, что ли? Прям как в России. Ожидаемый запасы для уплаты следующего налога. Я не знаю. Ну и что, пушки будут защищать? Да не, я думаю, размотается нормально. Так, пацаны. Ready. Ну давай вот сюда. Fire at will. Воюем. Пока вроде везде в плюс. Надо вот эту штуку топливные элементы делать. Пригодятся, наверное, когда-нибудь.
Короче, вот на этой территории можно построить топливные элементы и ветряк один. Конечно, его выгоднее бы вот здесь вставить, но это чуть позже. On duty. Мандури говорит. Так, Мандури, а кто у нас еще? Вот тут у нас, да, чуваки стоят. Listening. Оп, и туда. On the offensive. Гуще событий. Замандюрим их. Оп. Так, тут все. Вот это у нас скорость разведки важных мест. Ну, такое. Содержание поселения. Ладно. Давай мы вот это изучаем. И потом сюда переходим. Тут как-то странненько, но, блин, тоже можно. Подешевле, что заводы стоили, да? Ладно, пойдет. Все, это наше. Было ваше, стало наше. Мирно захватить, взять под контроль. Все, ждем. А эти встали, короче, да? Awaiting orders. Даже не помогли никому. Ready. Agreed. А может они не нужны? We're focused. Пускай они тут стоят. Эй, пацаны, Taking position. сюда давайте. Все. Постройки. Так, ветряк. Это раз. Ополченц. Я не знаю, что тут еще можно добывать. 4 минуты будет. Что такое вообще? Кто-то сидит, да, насколько я понял? Казани. Короче, главное не особо не торопиться. Потому что бывает нахватываешь себе этих, и у тебя... Нахватываешь, и у тебя червь. Да давай. Так. Отказаться от власти в пользу кам. Что это значит вообще? Как это сделать, допустим? Влияние. Тогда нужно что-то строить на влияние. Вот, увеличить производство пряностей вполне вроде нормальная задача, но надо пряность найти. Либо 2 харвестера, допустим, построить. Да. Я же не могу так делать. Тут на Сеге можно было 2 харвестера строить. Я пока тут ничего не буду, у меня сейчас много ресурсов идет вот сюда. Так. Готов ветряк. Дальше. Топливный элемент. Ну да, я такое еще не делал. Давай топливные элементы. Бездействующий харвестер.
Ну, плюс-минус как-то так. Все по ним понятно. Я здесь в минус ушел. Так, последствия для избранной фракции. Вероятность поймать агента при обнаружении операции. Шпионов ловить, да? Преимущество для избранной. 30 бонус обменного курса, пряность. Сноам. Кто такие Коам, Сноам? Что это вообще? Хоть бы объяснили немножко. Поддержка Лангарда. Преимущество для избранной фракции. Рядом с основной базой появятся 3 гвардии Лансарда. Они будут оставаться там, пока действует постановление. Давай вот это. Чпок. На болтосик. Ну и так вот на 30-очку. Пойдет. Посмотрим, что за лансарды какие-то. С чего они нужны. То есть, по сути, у тебя возле каждого здания, чтобы ты не проседал по ресурсам, желательно строить ветряк. Строить, короче, этот... что там с человечками вот этого здания. Ну, я не знаю, как наемную базу какую-то. То есть захватываешь один город, и возле него там прям 5 построек желательно. Пушку, естественно, на защиту. Какую-то гвардию там, я не знаю. Ополченцы. Оп. Одного не хватает. Хорош. Так, здесь построено. Чё кого? Изучено важное место. Так. И изучить Харвестер. И все, и он исчез куда-то. Где, чё? Так, постройки, давай еще соточку. Знание. В принципе, плоскрыто достаточно. Хрен. Давай это. Ну, спайс тут далеко не везде, кстати, водится, я смотрю. На серии как-то больше спайса был. Хотя, может быть, смотря какая карта. Тоже он коптер чей-то пасется. А вон там мой пасется. Да, они уже тут все разведали вообще без меня. Да. Но если вот тут ничего нету, то вот единственное ближайшее спайс поселение, ну точнее, где можно спайс вообще добывать, это вот тут аж. На работу-то собираешься сегодня? Ну да, придется. Придется так сделать. Еще время есть. Еще час. Сейчас можно полобать и вот там на болото собираться. Че там, как вчера отработали-то, нормально? Или сегодня опять переходы надо делать всю ночь? Обнаружено поле пряности. Вот, ближайшее. Можно, кстати, сюда и дернуть. Хотя... Я не знаю, либо тут 4 города завоевать, 3. Ну, а 4, в принципе. С важными ресурсами. Либо сюда уходить. Ну, тут тоже 3 города, я думаю. Что-то ни танков, ни солдат. Точнее, ну, как бы, вот я 3 отряда как построил, так у меня больше ничего не требуется. Илья Пасканный. В
Вчера хотели к ночи запускать 8 секций, но днем передумали и перенесли запуск на сегодня. Вчера смена вообще лафа была. Ну, сегодня топить начнет как минимум. Так, что еще тут не строил? Во-первых, наверное, пушку, да? Давай, наверное, нет. Давай, все-таки пушку на защиту. Надо держать оборону. Да, примерно радиус покрытия у обоих пушек, что с этой стороны, что с этой, вот как-то вот в общем будет нормально. Я думаю, надо вот сюда уходить. Короче говоря, что тут. Но вот тут выгоднее, по-моему, тут здание послабее. Я смотрю, 3-й, 4-й левел. А тут точно будет город какой-то. Вообще 5-й. Надо тут мочить всех. Ладно, где солдат? Yes, sir. Received. Сюда пошли. Илья Пасканный. Вчера 2 агрегата работали, 1-й и 6-й. 3-й был на откачке. Судя по чату, они не дергались, так что... Ну, если они не дергались, значит мы сегодня будем запускать просто 3-й агрегат. Либо 2-й на откачку. Восемь секций, это, как правило, 3 агрегата. Скорее всего, будем на ПЧСВ уходить, возможно, на какой-то агрегат. Обнаружен Сич. Так, там, кстати, уже Харконнены вообще пасутся. А вот он, да, кто обнаружен? 8-го уровня. Замечательно. Не, надо туда уходить, в эту сторону. По-любому. Сич, ополченцы, что это? Они готовы обменять ресурсы на воду. Я им ресурсы отдал. Еще они вчера наших запустили пульповод. Ну, сейчас полная раскрутка идет, короче говоря, так что... Сегодня мы придем, будет много объемов, их надо будет куда-то девать, а соответственно надо будет запускать что-то. Listening. Выясненько ведь. Agreed. Так, сейчас вот этот отряд тут встанет и затупит. Стой. Здесь постройка. Че вы тут такого? Кстати, бесполезная территория, надо было ничего не делать. Плацкрит. Давай тогда мы здесь влияние будем какое-нибудь разрабатывать. Раз уж я купил тут ячейку бесполезной территории. Тут, возможно, кстати, что-то есть. Не знаю. Все потом. Так, мы воевать вообще собрались. Ready. Чпок. И топаем вот сюда. Сейчас мы вот эту территорию сначала мотаем, потом остальные. И по идее вот отсюда я должен вот сюда пройти. И здесь вот будет добыча спайса. Как-то так. Почему 3-го левела у меня? О, ну все правильно. Попробовать бабок подкопить, а вдруг получится еще, да, что-то построить. Так. Почему не хватает?
А, этого типа нельзя построить. Понял, принял, давай воду. Вот так вот. Может быть, с этими, с местными аборигенами можно будет договориться на самом деле. Тихо. Илья Пасканный. А еще у меня есть приблизительный график на июль. На работе покажу, если интересно. А еще нам подняли индивидуальную результативность N4. At your service, Это sir. типа грозит увеличением зарплаты. Приблизительный график на июль. Да, в принципе, какая разница. Как выходить, я все равно не запомню. Блять, я сейчас все потеряю. Да, солдаты сдохли в пустыне. Зашибись. Ладно. Пехотинец. Рейнджер. Кадры на содержание плюс 30%. Скорость разработки, вот, военное дело. Подтверждаю прям на 90. Вот так. Awaiting Нет. command. Давай на 110. Yes. 120 давай. Илья Пасканный. Сегодня в Атис скатался и забрал доп. Соглашения. Точняк, нужно же в Атис еще сходить. А у нас сегодня еще пятница, да? Блин, ну только на следующей неделе. Так, ну давай еще, наверное, да, каких-нибудь рейнджеров. Главное, чтобы немного было народу. Они очень много ресурсов жрут, а, как говорится, народу много, работать не хотят. Что это такое? Неприемлемый поступок. Испортить воду. А это у меня коптер типа воду испортил? Что? Ну пердел ему воду. У них теперь у всех конъюнктивит. Чё? Что я водой барыжу с этими фрименами, а они как-то это странно себя ведут. Так, а все, да, больше 5 нельзя, короче. We're focused. Печалька, что ты нашел? Тут же вроде ничего не было. Ладно, ну у этого коптера свои там эти развлекушечки. Так, ну все, да? Солдаты есть? Ready. Солдаты есть. Главное не сдохнуть в пустыне. Давай, наверное, на свою территорию пусть они идут. А пока я бла-бла-бла, тут у меня целый отряд подох просто так. О, они же до этого не умели по горам ходить. Уже все нормально? Так, 10 минус ухожу. Чалька. Orders. Не знаю. Let's Так, давайте, finish this. нападайте. Члена битва. Тут еще пушечка моя подмагивает, я смотрю. Постреливает там что-то. Хорошо. Жалко, вторую такую нельзя построить. На каждом здании прям только по одной постройке. Я с бабками просел, конечно. Печалька. Все, захватываем. А денег-то все меньше.
Ладно, пособираем ресурсов, там посмотрим. Это что такое? Часть выручки какой-то забирает. У кого-то грабанем сейчас, да? Не совсем понимаю, как это работает. Какой-то мужик с осликом. Торгаш новый. Новое поселение под контролем. Так. Давай, что мы тут? Плацкрит, содержание, фабрика. Вот что напрямую зависит от этой валюты, я не знаю. Давай, кадры. Отдел кадров построен. Вторник, неприемный день будет. Так, а вот эти черти вот эти. Пускай, наверное, валят дальше, да, захватывают. On the offensive. Давай, фас. 3 отряда, я думаю, справятся. Как раз тут и пушечка моя поможет. Камеру бы можно было вращать, вот так поворачивать, было бы прикольно. А то она только вот в одной плоскости вот так двигается прямо и все. Вперед-назад. Тут пушка хорошо помогла. Все. Наш пацан. Так, и вот здесь надо будет постоять, чтобы народ у нас, да, восстановил свои эти. Короче, не торопимся. Чё? Карнавал, принять решение. Чего-то там 300 ресурсов. Создание. Угу. Ой, сколько всего. Так, это ладно, это... Да иди ты отсюда. Я прям не знаю, за что хвататься-то. Так, постройки. Допустим. Здесь сразу же нанимаем защиту стрелков разных. Короче, стрелки самая топовая, по-моему, штука. Так, и что? Вот здесь. Yes, sir. Это не ты. Вот ты. Здесь мы сразу же ставим пушку, потому что могут нападать. Вот отсюда. Нанимаем еще ополченцев. Они будут пытаться вот этими двумя городами отбить вот эти вот два. Скорее всего. Чё? Налет. Летчик пришел. Ну, посмотрим, надеюсь, пушка справится. Что еще? Так. Торговцы. Изучаем. Блин, я не знаю, чего такого дипломатия. Надо как-то больше бабок поднимать. Хрен с ним. Давай так. Торговцы и все остальное. Все это все равно автоматически как-то исследуется. Это серьезные ребята пришли. Где мы находимся? Ага.
Зашибись вообще. Пришли, расхерачили, все, и у меня сейчас завод заберут. Эти не успеют добежать. Других сделать не получится. А почему пушки не реагируют на них? Вообще ни одна. Да, они в бою, все, хана. Те пока добегут, короче, этих размотают. Ладно, пошли отвоевывать, что делать. As you command. Пока дойдем. Надеюсь, не подохнут они. Поселение в осаде. We're И going. харвестер задействовал. Что, стоимость вербовки единиц? Авторитет. Ласкрит. Ну давай вот это вот. Хрен знает вообще, чем я занимаюсь. Вот и в этом окошке. Пойдет. Ну-ка. Наши типа даже успеют добежать, и их не захватят. Удивительная хрень. Хорошо. Так. Пушка есть. Ячейка. Да, тут пушки-то еще нету. А то также придут архарасцы, все расхерачат. Будет опасно. Зловещее приближение Харконненов такое. Как так будет? Все, мы отбились. Не, пускай, наверное, вот эти вот 3 отряда вот тут все-таки стоят. Че-то как-то беда вообще. Мне чуть не размотали тут. Listening. Того. Ополченцы штука хорошая, но не защищает недолго. Да, может какую-нибудь более эффективную пушку, если поставить, то возможно. Стой. Да, куда ты поехал? Что тут еще поставить? Давай-ка аэродром, да? Аэродром у меня еще не стоял. Всякой хрени пооткрывалось. Дефицит ресурсов. А пока не могу это сделать. Где-то меня поддержали, по-моему, где-то наоборот. Что, дефицит ресурсов? Да я уже понял. Тут какая-то хрень повылетала всякая. Поручиться, дать шедевр. Предварительное условие. Если бы они объяснили, как делать эти задания, типа поручить создать шедевр, что это значит вообще? Как это понимать? Кто-то придет и какую-то картину нарисует или что? Помочь распространить культуру. Взять под контроль 2 новых поселения. Ну, это возможно, в принципе, сделать.
Но рискуя и уйти из этого города, я знает. Ладно, Awaiting orders. поперли. We're moving. Но я только отсюда отойду, они сразу же нападут. Не прям моментально, но нападут. Тут довольно-таки потому что вкусная территория, тут ресурсы, куча расстроек. Это интересно. Так, давай еще попробуем больше спайсу добавать. И здесь постройка. Тут нужно кадры, да, вот производство кадров. Отдел кадров пусть построят. Вторник, неприемный день. Среда с 9 до 12. Так, аэродром сделан, да? А, пятихаточки нет. Подождем. Стали. Они, короче, затупили. Очень странно солдаты действуют, конечно. Received. Когда-то они неадекватно себя ведут, а иногда вообще тупят сильно. Станут на горе и все. Надеюсь, с этими с танками такой фигни не будет, хотя тут я не знаю, сколько нужно часов играть, чтобы у тебя танки хотя бы появились. Наверное, какая-то невозможная роскошь на танках тут кататься. Awaiting orders. Подожди, если тут построить ветряк, по идее это должно работать. Территория-то вот это вот, да? Ладно. Пойдем атаковать. По идее всегда атакуют незащищенные территории. О, тут две аж пушки помогают. Здесь с другой стороны никто не нападает. Вроде нет. Так, вот. Построилась эта штука. Фабрика только для фрименов позволяет создавать церемониальные пещеры. Если здесь типа построить фабрику топливных элементов, то она вроде как будет много ресурсов приносить, но нужна она мне вообще тут? Я не знаю. Сейчас попробуем тут спайс добывать, может быть здесь в деньгах попроще станет. Свободная бабка. Не полезем мы пока вот сюда. Я не знаю, на что это влияет. Короче, вот два окна. Насчет агентов ничего не объяснили. И для чего оно надо, не знаю. Так, постройки сначала. Первым делом. Очистительный завод. Все, баллов не хватает. Так, ну ладно, пацаны сидят и пусть сидят. Можно еще что-то тут построить? Ополченцы.
Не хватает ресурсов. Если этих ресурсов нет, то где их взять тогда? Ну, типа, ты не можешь построить одну штуку, пока у тебя другая не построена. Хотя логично, в принципе. Как коптер пасется. Так, ну посмотрим насчет очистительного завода. Может, действительно теория верна, и вот здесь будет плюс. Что это такое? Ну, пусть будет. Изучено место. Окей. Принять решение. We're going out. Бездействующий харвестер. We're going out. Так, включить. О. Нанять не хватает. Задействовать. Так, смотрим по ресурсам. Жалко, что не больше этого, не больше одного. Вот, я в плюс вышел. Сходу. Небольшой, но тем не менее. 5 минус. Задолбались налогами. Брать. Ну, налоги не так часто прилетают так-то. Блять. Основной вот участок, куда ты смотришь, не на поле, в основном игры, по крайней мере, в начале, да, а вот ты прямо сюда вот постоянно что-то вылетает. Ты с этими, блин, иконочками борешься в основном. Так, ополченцы. Тут у нас есть кто? Так, тут у нас пушка, да? Да, пушка есть. Это есть. Нет, можем кого-нибудь? Нет. По идее, когда харвестер напасется, он должен прибыль принести. Ну еще вот эта штука достроится. Наверное, я не знаю. Ну хоть тут никто не нападает. Чё? Хорошо, что мы согласны насчет этого постановления. Я ненавижу ругаться из-за вещей, которые не стоят обсуждения. Что он имеет в виду без понятия вообще? Циферки. Какие-то циферки. И опять в минус. Еще больше влетел. Да. Так, ладно. Service, sir. Sorry, sorry. Нападаем сюда. Здесь можно, в принципе, подкопить и потом нанять что-нибудь, да? Давай, пушку. Мало не поможет. Посмотрим, как они с 4 уровнем разберутся.
Не, слишком много народу. Печально. Завалят наших, мне их не захватить. А нанять кого-нибудь я не могу, да? А. У меня вот этих ресурсов не хватает. Ну, потрепал я их неплохо так-то. Еще бы так 3 человека туда пригнать. Было бы нормально. Ладно, пушку я построил хотя бы, есть типа что на защите. Эти 2 города пустые, вообще никого нету. Ну, в принципе, если дожать их, то тут уже все как бы. Вот эти 2 территории будут уже мои. Ну, тут, возможно, город какой-то есть, но не факт. В принципе, подождать. Так, ну давай, пехотинец. Придется еще подождать. Каждая вот эта военная база должна построена быть на каждой прям штуке. Иначе тебе не хватит ресурсов. Ну, в смысле, вот этих наемников. Yes, sir. Тут еще можно построить. Так, жди до 20-ки. Что ты не сделаешь? А, них снова 4 сразу же. То есть надо 6 отрядов на них направлять сразу же. Лихо. Так, я базу могу здесь построить? О, давай, военное дело. Побыстрее будет вот эта штука капать. Странно, почему-то не вылезает эта хрень, которая помогает изучать тяжеловооруженные вот эти отряды, стражи там. Прикольно. Awaiting command. Дай-ка угадаю, я даже знаю, куда они направляются. Ready. Awaiting command. Yes, sir. Не, ну мне защититься явно хватит. Она у меня сразу резко какая-то штука упала. Я не знаю, что произошло. Так, ладно. Менять решение. Что-то я конкретно в минусах. We're going out. Может быть, из-за харвестера именно. Все, снова минус. 2 отряда осталось. Awaiting command. Давай, пошли сюда. Let's go. Оп. На других у меня не хватает ресурсов. Есть вот это, есть вот это. А как вот этот ресурс поднять, что-то я так и не понял.
Ну-ка попробуем. 52. Не растет. А так, вот, плюс 32. Короче, налогов меньше платишь, и у тебя бабки поднимаются. Этот ползунок надо регулировать. Прям смотреть за ним хорошо. Чтобы тебе не предъявили то, что ты налоги не платил. И чтобы у тебя плюсом было. Но дело же не только в этом ползунке, правильно? Как-то же этот ресурс тоже должен подниматься. Я хотя бы в плюс ухожу. По чуть-чуть, правда, очень. Очень по чуть-чуть. Харвестер пасется. Все нормально. Все, я в плюсе. Да идите вы нахрен. Правда, такой плюс вообще, я очень долго буду копить на какую-нибудь серьезную армию, чтобы пойти вот этих ребят размотать. Если только ускорить время. Типа того. Ну, хотя бы у них этот потенциал не растет. Ну, обязательно предъявят за вот эту тему, то, что я этот бегунок убрал. От налогов, типа, убежал. За это предъявят. Пусть не сразу, но потом обязательно. Там вообще он 5-й левел. Наверное, все деревни надо туда идти воевать. Интересно, где танки, где вообще, я не знаю, какие-нибудь ракетницы, тра-та-та, чтобы там вообще устраивать конкретное. Я так понимаю, здесь Харконнены, да? Победили в этой. Надо было больше типа ставку делать или что-то такое, я не понимаю, как это работает. Как с этим управляться, никто не объяснил. Показать свои военные заслуги. Как это делать без понятия? Попросить его обучить ваших солдат. Кого его? Кто такой, чтобы он? Кто обучает солдат? О, имперский налог. Это вот типа у вас запасы, которым я должен, если это дело в плюс, вывести. Цифра должна либо остановиться, вот как сейчас, либо начать расти. Но тогда здесь ты будешь меньше зарабатывать. Что-то типа того. Да, зашибись. Мне даже на одного солдата не хватает. Как больше, как увеличить вот этот вот ресурс, я не понимаю. Либо у меня много построек слишком, что не дает мне накопить бабло основное. Либо я его как-то неправильно зарабатываю. Больше харвестеров, да, вряд ли. Допустим. У них экипаж увеличился.
что от этого больше получать, что ли, стал? Возможно. Все равно не хватает. Теперь не хватает другого ресурса. Вот этого. Короче, либо жди, либо захватывай как-то, я не знаю, одним отрядом большинство городов, чтобы опытным войском, короче, чтобы нормально как-то отбиваться. С танками что-то я вообще не понял, где они, почему. Не знаю, по-моему, на каком? На первом же этапе, по-моему, да? Давались сразу же танки, там всякая фигня. Нет, там какие-то квадрики давались, что-то такое-то. Какое-то, не знаю, стрелковое было оружие, но тут вообще-то просто, блин, одной пехотой воюешь, такое себе удовольствие. В принципе, я в плюсе. Наконец-то. What do you want? Что это такое? Ой. Теперь на всех хватит. Ага. Почти. Ну, с Харконненами, типа, я заключил сделку, вот они, пожалуйста. Вот они, бабки прибавились. Да, я смогу сейчас... Я смогу сейчас купить себе солдат, завоевать вот этот город. Прям побольше единиц, короче. А, все, я в минус уже. Народу слишком много. А если много народу, значит надо строить еще вот эти вот штуки с человечками. Либо завоевывать то, чем богатый, как говорится. Да. Прям напрямую. Вот так. Как говорится, в бой. Просто попробую, нет, так и ладно. Все как бы надо уже собираться на работу. Не получится, так не получится. Червячок прискакал. Четыре на 4, но у них опыта больше. Они размотают меня. Хотя... Я он даже видел, как сейчас военные получили звание. Ну, типа опыта добавилось у них в военном деле. Он еще. Все, получилось. Правда, военных почти не осталось. Как-то так. Ну, вышел не в большой плюс, вот опять налог. Опять налоги. Я у вас в долгу, дорогой родич, с каждым невыплаченным вами налогом я становлюсь все надежнее в глазах падших, да. Мне предъявляют, что я не плачу налоги, это отсюда вот эту планку надо задирать до половины хотя бы.
Ну, я тогда вот здесь в минус ухожу. Он вообще минус 35, минус 7. Чё? Харвестер? Я не знаю, вот этот ресурс только с помощью харвестеров можно поднимать или нет? Или он на что-то еще влияет? Чё? Станция, зашибись. Так, ладно, посмотрим, что этот город вот прямо рядышком с этим ресурсом, что он может добывать. О, наконец, перерабатывающий завод. Используй ректы и компоненты. Да, и вот он и добывает тебе вот эти ресурсы. Вот отсюда он тянет вот сюда. Почему это нельзя было сделать на том городе, я не знаю. Где? Вот на этом. Может, я не дождался просто. Там война, да, идет? Где он? Они уже захватываются. Ладно. Пусть будет так. Ладно, будем на этом стрим заканчивать. Всем спасибо, ребят, что зашли, заглянули, поддержали, посмотрели. Не знаю, будем продолжать, не будем. Наверное, все-таки я дождусь до полноценного релиза этой игры. Может быть, потом еще поиграю. Пока ранний доступ, некоторые функции, наверное, не запилены в игру. На что рассчитывали разработчики. Может быть, они еще что-то, не может быть, они обязательно еще что-то добавят. Вот. А так, пока, в принципе, все понятно. Все, в принципе, интересно, но такое. Это надо, как во всех, наверное, стратегиях, любить сидеть, ковыряться вот в этой песочнице. И, может быть, даже в многопользовательской на игре будет гораздо интереснее, чем сюжетная. А может быть, сюжетная будет гораздо интереснее. Пока вот это чисто ознакомительная такая вот версия. Пока они, видимо, допиливают игру, сколько времени у них это займет, неизвестно. Но мы что же, не завтра собрались помирать-то. Может быть, что-нибудь интересное, и потом дождемся. Вот. Ну, на сегодня все. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Кто хочет поставить лайк и комментарий. Всем удачи и пока.